Когда-то давно Apple выпустил такой продукт HomePod. И одной из главных фишек, которая меня зацепила в нем, это подстройка баса под комнату. Меня так это заинтересовало, что я прям даже был уже готов купить его. Но потом выяснилось, что Apple очень сильно постарался сделать все возможное, чтобы я никак не мог им воспользоваться. Ну и я не стал покупать. Но интересно же, а как вообще можно с помощью микрофона, который стоит на колонке, измерять комнату? Это как бы противоречит здравому смыслу. То есть обычно, вот, например, Азбука очень часто этим пользуется, ставят микрофон вплотную к динамику не для того, чтобы измерить комнату, а для того, чтобы как раз измерить характеристики самого динамика. Это так называемое измерение в ближнем поле. Ну, я задумался. Зашел я как-то в местный хай-фай магазинчик. Кстати, не просто так, а чтобы сравнить свою колонку с тамошними. Ну да, неважно. А там лежит вот такой вот шарик. Я у них спрашиваю, а что это? Они говорят, а это сабвуфер. Сломанный, говорят. Просто тут как украшение валяется. Но я его купил. Он действительно был сломанный, кто бы мог подумать. Я его очень долго ремонтировал. Ну, сейчас он работает. В общем, замысел такой. Значит, когда сабвуфер играет какую-то частоту, через некоторое время в комнате формируется какая-то такая типа не стоячая волна, но какая-то стационарная картина колебаний. Это может быть стоячая волна, может быть просто какая-то картина. И количество энергии в комнате акустической это то, что мы должны эквализировать. То есть, да, оно распределено по комнате каким-то там сложным способом, но в среднем количество энергии и давление очень просто связаны. То есть количество акустической энергии в комнате – это интеграл квадрата давления по объему комнаты. И все стоячие волны должны быть, ну или просто все эти вот акустические картины, они должны быть довольно-таки равномерно распределены по комнате. Да, там будут какие-то провалы, будут какие-то небольшие всплески, но в среднем я ожидаю, что если я буду пытаться стабилизировать количество энергии в комнате, я буду оптимизировать АЧХ по комнате в целом, а не АЧХ к конкретному месту в этой комнате. То есть я оптимизирую не под точку прослушивания, а как бы под все сразу. И нормальные люди это, естественно, делают как? Они ставят много микрофонов или много делают измерений разных точек, и потом как-то это все сводят в одно измерение и его уже эквализируют. Мне же интересно попробовать это сделать с позиции динамика. И мысль в том, что количество энергии акустической в комнате, оно определяется количеством энергии, излучаемой, собственно, сабвуфером и временем затухания. Так, вот что я имею в виду. Что вот, допустим, это наш сабвуфер, и он излучает в комнату. Комната – это некий накопитель энергии, и энергия из комнаты уходит на либо поглощение, либо утекает в соседнее помещение, либо еще куда-нибудь, в открытое окно, я не знаю, там, например. И в ней есть некоторая энергия Е. Вот эта энергия Е – это интеграл по объему комнаты от P квадрат dV помножить на какие-нибудь константы. Неважно какие. P квадрат – это имеется в виду звуковое давление на какой-то фиксированной частоте. То есть для каждой частоты мы это все рассматриваем независимо. Независимо для каждой частоты мощность, излучаемая сабвуфером, энергия в комнате и мощность, которая теряется. Значит, акустическая мощность, теряемая в комнате, связана с энергией, которая находится в комнате, и временем спада. Получается, что акустическая энергия в комнате – это мощность, излучаемая сабвуфером, деленная на тау затухания. Значит, наша задача измерить
энергию, излучаемую сабвуфером, и время затухания. Время затухания, как мерить, в общем-то, более-менее понятно. Смотрим на waterfall, смотрим на разные частоты, смотрим, как там спадает. А как измерить акустическую энергию, излучаемую, собственно, сабвуфером? Акустическая мощность, которую он излучает, это произведение давления на скорость. Это моментально. Но если мы говорим о синусах, то это произведение, например, давления его комплексной амплитуды на скорость, сопряженную комплексной амплитуды. Вот если мы померяем давление над динамиком и скорость движения диффузора с правильными фазами, то я надеюсь, что мы получим количество излучаемой сабвуфером энергии. То есть конкретно сколько энергии уходит от сабвуфера в пространство. Давление я буду мерить микрофоном. Хороший, дорогущий микрофон, который идет до 3 Гц. Почему им? Ну, во-первых, потому что он у меня есть, а во-вторых, потому что он идет до 3 Гц, следовательно, у него сдвиг фаз на низких частотах должен быть минимален. Тем не менее, сдвиг фаз в данном случае очень важен, потому что я ожидаю, что сдвиг фаз между скоростью и давлением будет всегда близок к 90 градусам, и именно небольшой сдвиг фаз между между давлением и скоростью мне нужно точно померить. Не столько само давление, не столько саму скорость, сколько именно очень важен именно сдвиг фаз. Поэтому я отдельно буду калибровать фазу этого микрофона на низких частотах, потому что, к сожалению, ее никто не дает. А второе, что мне нужно, это померить скорость движения диффузора. Как я это буду делать? Вот контроллер жесткого диска. Обычного вращающегося жесткого диска. Как вы думаете, что это за деталька? Вот это такая вот по диагонали стоит, которая. Вот я загуглил. Оказывается, это датчик вибрации. Иначе говоря, акселерометр. И этот акселерометр – это просто тупо пьезодатчик. По сути дела, он пригоден для того, чтобы сделать эмос для динамика. Полоса пропускания у этого датчика вибрации, кстати, неплохая. У него частота резонанса около 20 кГц. Я не знаю, у меня нет даташита конкретно на этот, но есть даташит на другой, и там сказано... Я не помню, какая там была полоса пропускания, напишу текстом. Ну, я отпаял такой. Завернул его в фольгу, чтобы он наводки не так сильно ловил. И по микрокоаксиальному проводу он идет к разъемчику. А разъемчик этот мы будем подключать вот сюда. Вот здесь у меня есть ответный разъемчик. Сюда он вставляется. Вот здесь у меня собран усилитель с очень большим входным сопротивлением. Полгигаома или что-то такое. Вот этот усилитель. И дальше с этого усилителя он идет на вход звуковой карты. Вот это звуковая карта, а это все мои надстройки. И мы его простым преобразованием, то есть делением на частоту и поворотом фазы на 90 градусов, мы превращаем его в скорость. Полоса пропускания с низкой частоты ограничена входным сопротивлением вот этим, полгерца. На этой же плате у меня здесь есть балансный вход для микрофона со всеми прибамбасами. Тут фантомас. Это все фантомас. Значит, здесь дифференциальный усилитель. И с этого дифференциального усилителя идет белым проводом. Это идет тоже в звуковую карту. Я могу выбирать, что подключено. Значит, я могу еще подключить лупбэк, вот этот провод. Но я этим не буду пользоваться, потому что меня на самом деле не очень интересует фаза в абсолютной величине. Меня интересует сдвиг фазы между этими двумя.
Даже не то, чтобы он меня интересует, мне очень важно его точно померить. Вот такая вот у меня лаборатория. Сабвуфер я решил поставить тут, в угол. Угол – это самое плохое место для сабвуфера, потому что он возбуждает практически все стоячие волны. Но в то же время это хорошее место для сабвуфера, потому что он усиливает звук. Вот микрофон. И вот тут датчик. Значит, датчик я прилепил к динамику. Все это идет в эту звуковую карту и в компьютер. Поехали. Так, тут что-то получилось, но давайте сразу зайдем вот сюда, раскроем все окна и уберем постоянку. Вот эту фичу мне, кстати, автор Рева запилил по моей просьбе. Огромное ему за это спасибо. И этот тоже. Окно нараспашку. Удалим постоянку. Смотрим, что получилось. Значит, вот эта гладенькая кривая – это сигнал с акселерометра. А вот это вот не гладенькая кривая – это сигнал с микрофона. Можно посмотреть на их фазы. Вот так вот как-то их фазы соотносятся. А на самом деле на фазы смотреть еще пока рано. Так, во-первых, вот на это вообще смотреть не надо, потому что это инфразвук. Нужно смотреть за 20. Так, пока мы на это не смотрим, потому что нам еще нужно сделать калибровки. Теперь давайте сразу же на месте сделаем калибровку. Вот для этого переключается переключатель сюда. Итак, пару слов о том, как работает калибровка акселерометра. Вообще, как работает акселерометр. Вот этот конденсатор, это есть акселерометр. Это такой магический конденсатор, на котором возникает заряд, когда его изгибают. Количество изгибания пропорционально ускорению, количество заряда пропорционально ускорению. То есть, соответственно, напряжение, которое на нем возникает, если он ни на что не нагружен, пропорционально ускорению. У меня он нагружен на огромный резистор, и дальше он подключен к операционному усилителю приблизительно вот по такой схеме. Значит, этот усилитель – это усилитель с полевым транзистором на входе. У него совершенно чудовищно огромное входное сопротивление. А вот этот конец, он в одном случае подключен к земле, когда я измеряю, он подключен сюда. А когда я калибрую, он подключен к выходу звуковой карты. Таким образом, в обычных условиях постоянное времени и, соответственно, все сдвиги фаз формируются вот этим соотношением между емкостью этого датчика и сопротивлением этого резистора, и, вообще говоря, входным сопротивлением усилителя. И в случае, когда у меня подключен для калибровки он, все эти характеристики сохраняются. Благодаря этому я могу вот такой калибровкой определить, какие сдвиги фаз у меня возникают в этой цепи. Все остальные системы у меня дальше, то есть у меня дальше выход этого усилителя напрямую подключен к АЦП звуковой карты без конденсаторов, то есть тут уже никаких сдвигов фаз не будет. И вот как это выглядит в реальности. Значит, вот здесь у меня подключен акселерометр.
Вот эти пины акселерометра. И вот экран акселерометра подключен к вот этому переключателю, который может подключаться либо к земле, но на самом деле это не земля, а средняя точка между 0 вольт и 5 вольт. Или может быть подключен к выходу звуковой карты. Вот выход звуковой карты. Вот для этого переключается переключатель сюда. И я могу сделать калибровку акселерометра. А сабвуфер мне нужно при этом отключить. 50 Гц здесь совершенно лишний, поэтому его из розетки-то вынем. Дело в том, что мне нужно мерить фазу. В данном случае мне нужен loopback, а не абы чё. В левый канал засунем акселерометр, а в правый канал мы пустим loopback. Вот. Поехали. Окно на максимум. Окно на максимум. Удаляем постоянку. Смотрим. Вот получилась такая картина. Значит, оно заваливается где-то начиная с... ну это вообще тот самый удалитель постоянки натворил. Но, по крайней мере, я знаю, что удалитель постоянки обладает нулевой фазой. В отличие от, кстати, вот этого вот. Вот этот, кстати, не имеет нулевую фазу. А вот тот, который применяется вот здесь, который запилил товарищ автор по моей просьбе, он с нулевой фазой. И вот получилась такая картина, что фаза чуть-чуть уже наворачивается, там, скажем, ну, к 5 Гц, может, что-то можно заметить. До 20 Гц она еще крайне мала, но все равно мы это будем учитывать. Ну а дальше самое интересное. Чтобы откалибровать микрофон, я собрал вот такую штуку. Это динамик от наушника. Панель акустического сопротивления продырявил. Вот с такой вот панелью, в которой я могу ткнуть микрофон вот так вот. Когда я в него втыкаю микрофон, воздух, который находится между мембраной и микрофоном, оказывается заперт. И мембрана не может двигаться. При таких условиях сила, которую вырабатывает обмотка в магните, полностью компенсируется давлением воздуха в этом промежуточном объеме. А что меряет микрофон? Он меряет как раз давление этого воздуха. Таким образом, я надеюсь, что у меня получится идеально плоская характеристика по низким частотам. Это будет выполняться, если нет утечки воздуха. Давайте мерить. Он подключен к моей страшной аудиокарте. У аудиокарты вот этот усилитель связан по постоянному току. То есть я могу попросить компьютер выдать постоянку, и он выдаст постоянку. То есть тут никакого сдвига фазы не будет. Весь сдвиг фазы, который я буду мерить, идет, может быть, от утечки, но надеюсь, что утечки нет. Потом это сдвиг фаз из-за того, что микрофон на постоянку не реагирует. И еще вот в этом дифференциальном усилителе, который здесь собран, тут тоже есть подавление постоянки. К сожалению, без него никак. И все эти компоненты, они как раз-таки мне нужно их откалибровать. То есть при условии, что утечек нет, калибровка должна быть идеальна. Так, теперь я тыкаю микрофон в эту штуку до 20 кГц. Смотрим, что получилось. Откроем импульс на максимум и удалим постоянку. И вот получилась такая картина.
очень ровная АЧХ до где-то 300 Гц. С низких частот уровень минус 3 дБ при частоте 3 с хвостиком. Практически ровно 3 Гц. Вот они, кстати, в даташите как раз обещали, что частота среза по низким частотам у этого микрофона 3 Гц. Подтверждается. Тут какая-то закорючка, не знаю, в чем дело. Посмотрим на уровень шума. Где здесь уровень шума? Вот уровень шума. 300 Гц. Вроде ничего нету. Не знаю, что-то здесь какая-то заковырка на 300 Гц. Не знаю, с чем связано. И смотрим фазу. Фаза, вот такая вот фаза. Вот 0. Вот такая вот фаза. Как-то она так через 0 проходит. Я надеялся, что тут будет полочка в нуле. И только тут начнется потом уже загибнуться частоты. Но как-то начинается более-менее сразу. Тут какой-то резонанс возник. И я думаю, что это резонанс, это просто сама мембрана этого наушника, она недостаточно жесткая. Итак, значит, проблема с этим, мне кажется, в том, что вот это у нас мембрана. Здесь мы имеем такую вот дырку. И здесь микрофон. Я думаю, что происходит, это что возникает резонанс, потому что обмотка тяжелая. И она колеблется. То есть мы даем обмотку туда, она создает силу туда. В этот момент тут возникает давление, и он выдавливает вот эти вот выпуклости немножко обратно. Ну, еще тут есть какая-то упругость воздуха. В общем, в итоге все это начинает такой, думаю, что сформирует какой-то сложный резонанс. Я не знаю, как точно это узнать, но, в общем, идея в том, что, чтобы это не возникало, нужно, во-первых, уменьшить, ну или хотя бы, чтобы это возникало на частотах повыше, нужно уменьшить массу, как можно меньше сделать массу, и нужно сделать, чтобы сила применялась не в одной точке, как в электродинамическом, а распределена по всей мембране. И тут есть примерно два варианта. Первый вариант – это изодинамический динамик в наушниках, а второй вариант – это электростатический динамик. Значит, я искал в интернете, где можно купить изодинамические наушники или изодинамический динамик. Купить их можно. Стоят они довольно дорого. И хоть у них сила более-менее распределена по поверхности, она распределена не очень ровно. В какой-то момент мне пришла гениальная идея, что электростатический динамик на самом деле очень легко купить. Вот это я купил 2 микрофона. На самом деле мне нужен только один. Это электретный микрофон с большой диафрагмой. И это как раз-таки электростатический динамик. То есть мне нужно просто подать сигнал на его контакты, и он станет электростатическим динамиком. Я не знаю, хватит ли в нем громкости для того, чтобы что-то мерить, но я надеюсь, что хотя бы какой-то звук он издаст. Электрет нанесен на вот эту поверхность. С ней надо аккуратнее. Фу, какой запах. Да.
Вот для теста запустил. Играет. Так, а теперь герметизировать. Так, ну на мембрану я, конечно, немножечко попал. Надеюсь, что это не очень страшно. Но так как напечатанные на 3D принтере предметы всегда немного пористые, эту штуку надо тоже покрасить, чтобы было все очень герметично. Сейчас покрасим его вот этим вот клеем. Ничего, что есть. И этот клей не затвердевает на воздухе до конца, остается липкая поверхность. И чтобы этого не происходило, я его отверждаю под азотом. Азот течет из этой штуки. Так. Чуть-чуть сдвину, чтобы сдавило прокладку. Наверное, хватит. Включаю повышенное усиление. Сигнала будет мало, наверное. Подключаю напрямую к этому же самому выходу. Можно свип сделать подлиннее. Потому что чем длиннее свип, тем меньше у нас чувствительность к шуму. Меряем. Так. Опять раскрываем окно. Убиваем постоянку. Да, намного лучше. Интересно, что фаза начинает накручиваться примерно так же. То есть вот 0. Но очень похоже. И шума, конечно, больше. Но на самом деле ниже, чем 20 Гц меня не интересует. За 30 Гц хорошо. 50 Гц немножко пролезло, но это ерунда, там очень маленькая задирочка. И АЧХ получилось ровный до, ну не знаю, до 2 кГц где-то. И даже до 20. Во всем диапазоне что у нас? В звуковом диапазоне у нас все ровненько. Потом здесь начинаются какие-то колебуны. Эти колебуны, сколько тут децибел? Давайте сделаем клетку 5 децибел. Ну, где-то плюс-минус 3. Это неплохо по сравнению с тем, что было. Давайте сейчас загружу то, что было. И сравниваем.
Как-то я вроде не пытался сделать, чтобы они совпадали здесь, но они совпадают здесь. Даже по абсолютной величине. Не совсем понимаю, как так получилось. Очень-очень хорошо. Теперь смотрим фазы. Фазы. Очень-очень хорошо. Две разные калибровки согласуются. Они начинают расходиться только с 500 Гц. То есть вообще можно совершенно спокойно использовать на самом деле электродинамический. Можно было не париться, делать электростатический. Но с другой стороны я сделал электростатический, и теперь я более уверен в результате. Интересно, откуда сдвиг фаз берется? Я не очень понимаю. Его вроде как быть не должно. Низкие частоты немного отличаются по фазе, но опять же, это 10 Гц, 20 Гц, ну сколько тут? 20 Гц. Отличаются градуса на 3, наверное. Ну, в общем, не то чтобы совсем мало. Наверное, я все-таки склонен взять калибровку, которую я получил с электродинамического. В ней меньше шума, и учитывая то, что сдвиг фаз меньше, это, скорее всего, означает, что все-таки у меня в электростатическом есть небольшая утечка. Хорошо. Самое время посчитать что-нибудь. Итак, всосал я все эти измерения в Origin. Вот у меня здесь калибровка акселерометра. Тут у меня калибровка микрофона. Микрофон и калибровку я взял по электродинамическому измерению, то есть по драйверу от наушника. И вот, собственно, измерение с акселерометра и измерение с микрофона. Дальше все это уже расчеты. Расчеты идут так. Сначала мы избавляемся от калибровки. Для того, чтобы получить истину, нам надо измерение поделить на калибровку. Или в децибелах измерение вычесть калибровку. И по фазам тоже фазу измерения вычесть фазу калибровки. Соответственно, я получаю вот истинное ускорение и истинное давление. И выглядит это вот так. Графики похожи. И это, в принципе, ожидаемо, потому что в пространстве, например, при условии, что размер сабвуфера существенно меньше длины волны, излучаемое давление звуковое, оно пропорционально ускорению. Ну, здесь в целом тоже, несмотря на то, что мы в комнате, это так, общий тренд выполняется. Далее, для того, чтобы получить мощность, нам нужно не ускорение, а скорость. Для того, чтобы получить скорость, мы пользуемся вот этой формулой. Ускорение, комплексная его амплитуда, делить на и омега. Или в децибелах скорость – это ускорение минус частота, приведенная в децибелы. Мы можем пользоваться омегой, а можем пользоваться, на самом деле, любой другой формой частоты. Можно просто частоту, можно частоту делить на 100 Гц. Вот я воспользовался частотой делить на 100 Гц, просто потому что это дает постоянную составляющую в децибелах или что то же самое конечный множитель, но в итоге он меня не интересует, меня интересует только спектральная зависимость. Поэтому я здесь использовал частоту, деленную на 100, просто потому что все графики можно строить друг на дружке, они не очень далеко друг от друга получаются. И фаза это просто фаза ускорения минус 90 градусов. Вот я посчитал скорость. Вот, как я говорил, я использовал в формуле там вместо омеги частоту, деленную на 100 Гц. И, естественно, получилось, что они пересеклись на частоте 100 Гц. Вот так. Зато удобно, все как бы на одной шкале. Вот мы получили скорость. Теперь для того, чтобы получить мощность, нам нужно помножить площадь динамика на скорость, на давление, на косинус сдвига фаз между скоростью и давлением. Площадь мы, естественно, сразу же выкидываем, потому что это постоянная составляющая.
а все остальное мы выкидывать не можем. В децибелах формула оказывается довольно сложная, потому что нужно внимательно следить за тем, используем мы делить на 10 или делить на 20, когда мы переводим в децибелы и обратно. Помните, что когда речь идет о мощности, децибелы нужно делить на 10, прежде чем производить десятку в степень. А когда речь идет о амплитудах, децибелы нужно делить на 20. Ну, тут я поподробнее расписал перед тем, как дать конечную формулу, почему именно нужно косинус переводить по формуле, как будто это мощность, а не как будто это амплитуда. Вот такая формула получилась, и по ней я посчитал мощность, и получилась вот такая штука. Ну, да, она тоже чем-то похожа, естественно, на то, что было. Вот давайте мы ее сравним с ускорением. Опять же, получается, что довольно-таки похожие графики, но тут довольно большие отличия. А отличаются они в большой своей степени на вот как раз-таки косинус этого сдвига фаз. И вот давайте на косинус сдвига фаз посмотрим. То есть в каком-то смысле косинус сдвига фаз — это эффект комнаты. Ну, на самом деле не совсем, потому что там еще есть давление, которое тоже зависит от того, в какой комнате мы находимся. Но так как измерение в ближнем поле, там вот, как правило, как раз-таки говорится, что в общем-то и не очень зависит. То есть вот и сдвиг фаз, и давление там входят как-то, но сдвиг фаз вроде бы должен доминировать. Ну, в общем, вот получилась такая картина. Теперь, чтобы получить одинаковое количество акустической энергии в комнате, нам нужно померить время затухания. Давайте попробуем. Так, вот я снова открыл наше измерение. Это измерение микрофоном. Открываем вкладку RT60 Decay и вызываем генерацию. Получилась такая картина, где мы можем возить и смотреть кривую спада в зависимости от частоты. Теперь давайте попросим EQ-Wizard сгенерировать нам автоматические времена спада. И начнем смотреть с 20 Гц. На 20 Гц он интерпретировал результат вот так, что вот тут вот у нас, собственно, спад акустической энергии, и где-то на 300 миллисекундах он превращается в шум. Давайте ползти. Ну, вообще я, конечно, не согласен с Room EQ-Wizard, потому что уровень шума явно где-то здесь. Как минимум на 10 дБ ниже, чем он считает. И вот что вот это за кривая такая? И где здесь реальный спад? Может быть, на самом деле реальный спад надо было фитовать вот так? Непонятно. То есть здесь время спада у нас полсекунды. Теперь мы идем, и вот тут вдруг время спада стало огромным. Вот начиная с частоты где-то 37 Гц, время спада почему-то стало огромным. Если мы плавно ведем курсор отсюда туда, я бы не сказал, что вот эта кривая прямо как-то радикально меняется. То есть меняется радикальная интерпретация, но не сама кривая. Хотя, может, и сама кривая тоже меняется. То есть вот пропадает действительно этот кусок начальный, и как будто бы появляется другой кусок. Вот этот кусок больше проявляется. Не совсем я понимаю, что это значит и как это интерпретировать. То есть как бы время стало действительно намного больше. Порядка секунды. Давайте плыть дальше. Плывем дальше. Все ведет себя более-менее одинаково. Время чуть меняется, но все равно остается в пределах секунды. И потом вдруг резко, бах. Ну вот это тоже очень сомнительно. То есть если не смотреть на вот эту интерпретацию, а смотреть только на реальную кривую, то я бы не сказал, что что-то сильно и радикально изменилось. Однако интерпретация меняется радикально. То есть вот сейчас у нас
время спада секунда, а сейчас оно упало где-то опять до 600 миллисекунд, примерно полсекунды. Ну и вот здесь время спада вот не поспоришь. Вот прям вообще хорошо выглядит. Честно говоря, вот с таким резким перепадом я не готов этой кривой пользоваться. То есть места, например, вот здесь, где я не могу понять, где на самом деле здесь время спада и где шум. Какой кусок кривой брать за время спада, я не понимаю. И здесь тоже я не понимаю, какой кусок брать за время спада. В общем, посмотрев на все это, на данный момент принимаю решение, что я буду считать, что время спада постоянно. Это, скорее всего, совершенно неправильно. Но давайте попробуем так сделать. Итак, вот мы в Sigma студии. Создаем новый проект. И берем автоматический эквалайзер. Однополосный, двойной точности. И вот тут есть такая тулза в Sigma студии, которая помогает настроить эквалайзер, имея АЧХ динамика. Загружаем туда, вот я экспортировал из Origin, экспортировал результат мощность. Вот мы его открыли. Ну и я вкратце покажу. На самом деле я это все сделал, этот процесс такой довольно вдумчивый, я сделал его не на камеру, я сейчас просто покажу вкратце, как примерно это происходило. Заходим сюда. Нет, сначала мы здесь настраиваем область частот, которая нас интересует. Ну, давайте, у меня кроссовер будет 150, поэтому давайте область частот до 200 сделаем. Дальше мы выбираем, сколько фильтров можно построить. Я хочу убирать моды комнаты, поэтому фильтров, пожалуйста, побольше. Дальше нажимаю кнопочку «Сделать». Sigma Studio что-то там думает. Вот Sigma Studio что-то придумала. А дальше я смотрю на получившийся график и могу эти фильтры чуть-чуть подкрутить, чтобы, вот, например, вот этот пик тут торчит, я хочу его убрать. Ну, прям не нравится. То есть я готов пожертвовать там, я не знаю, вот этим, скажем, фильтром, чтобы убрать вот этот пик. Неважно. В общем, процесс такой. Вот это все готово, но, к сожалению, Sigma Studio немножко глючная, и я могу создать вот такой автоматический эквалайзер, я даже могу его использовать в проекте, но, как правило, если я использую 2 или 3, то что-то начинает у нее мозги перекашивать, и все плохо работает. Поэтому я обычно захожу в фильтры второго порядка, Double Precision, Multi-Channel, параметрический эквалайзер. И, значит, вот это фильтры, которые автоэквалайзер надумал, а вот редактор фильтров этого параметрического эквалайзера. Это совершенно такой же редактор, поэтому я просто создаю фильтры и ввожу туда все вот эти коэффициенты, которые у меня здесь получились. А это, конечно, тулза очень удобная, вот особенно последняя подстройка, когда я могу положить туда результат. Очень удобно все эти фильтры аккуратно подкручивать. И вот я покажу, что у меня получилось. Значит, получилась такая обработка. Значит, вот это вот коррекция комнаты для сабвуфера. Значит, что вообще этот проект делает? Этот проект принимает на вход то, что идет с компьютера у меня, удаляет постоянку, добавляет немножко усиления. Вот это кроссовер. Кроссовер я использую Linkwitz Rally 12. На самом деле, сначала я хотел использовать Butterworth. Вот смотрите, если я поставлю Butterworth, то он как бы вместо Linkwitz Rally это два Butterworth друг за дружкой для каждой полосы. А Butterworth это один Butterworth для каждой полосы. И так как на частоте среза у них по минус 3 дБ, они при сложении дают небольшой бугорок в этом месте. Однако я думал, что на самом деле, когда у меня сабвуфер и все остальные полосы находятся очень далеко, это более правильный вариант, потому что они в пространстве, то есть если бы они стояли в одной колонке, они бы складывались действительно по амплитуде и получился бы такой бугорок.
Но так как они далеко друг от друга, они складываются как-то рандомно, и в каких-то точках пространства они складываются по амплитуде, в каких-то точках пространства они друг друга убивают, но в среднем по больнице получается +3. И я думал, что это лучше сработает. Но когда я так сделал, звук был с гулом, и я быстро вернул на Linkwitz Riley. Я не знаю почему, но Linkwitz Riley работает лучше. Просто на слух хотя бы. Дальше здесь у меня выход высоких частот. Я тут еще небольшую коррекцию для этой самой платки сделал, потому что это отдельный процессор. И у него АЧХ не совсем идеальная. Дальше у меня здесь задержка. Я не знаю, зачем я ее сделал, учитывая, что у меня динамики разнесены, черт знает как. Но это как бы задержка должна компенсировать задержку DSP в колонке, которая играет средние и высокие частоты. Там тоже есть DSP, там тоже есть кроссовер. Это полноценная такая колоночка. И дальше я могу выбирать. У меня есть коррекция для пространства. То есть я взял вот тот вот график ускорения, который гладенький такой, и по нему настроил автоэквалайзер. И есть график коррекции комнаты, который я сделал по графику мощности. И если посмотреть, как они кладутся друг на друга, то вот примерно так они кладутся друг на друга. И еще я чуть-чуть здесь добавил усиление, потому что как-то по ощущениям возникало, что когда я переключаю между коррекцией для комнаты и коррекцией для пространства, у меня в пространстве баса меньше получается. Поэтому я это скомпенсировал, чтобы просто эффект громкости не влиял. И вот так вот отличаются они друг от дружки. Если их, может быть, попробую на 2 дБ друг от дружки сдвинуть, то есть вот так вот должны отличаться эти кривые. Ну, готово? Давайте слушать. Точнее, нет. Давайте не слушать, давайте мерить. Итак, идея в том, что теперь я сделаю, как нормальные все люди делают. Я буду двигать микрофон по комнате и измерять АЧХ в разных местах с этими двумя настройками. И мы посмотрим, какая результирующая АЧХ будет больше похожа на полку. Итак, вот там у меня микрофон сейчас. Вот микрофон, кабель сюда. Эта штука подключена по вот этому проводу. Вот к этой платке. Эта платка это ADA1801, DSP-шка, в которой у меня зашита коррекция комнаты, вот, которую я только что посчитал. И там же кроссовер. Это идет на вот эту маленькую колоночку для всех остальных частот. Мы, кстати, ее отключим, потому что нам не интересно. Мне интересно, что происходит с сабвуфером. А вот этот тонкий провод идет на сабвуфер. Так, теперь переместим микрофон вот сюда. Теперь вот сюда. Теперь вот сюда. Теперь вот сюда. Прям теперь вот сюда. Сейчас там сильно проводит. Вот тут вообще. Микрофон. Тоже надо. Так, давайте теперь снимите. Вот, например. А теперь здесь. Ну все, пожалуй, хватит. Вот эта вся борода. Здесь вперемешку эквализация под комнату и под пространство. Так, давайте сначала мы их выровняем все по уровню, так, чтобы везде громкость была одинаковая. Потому что какие-то из них были чуть ближе к сабвуферу, какие-то из них чуть дальше сабвуферу. Мне не важно, что он тише, там дальше мне нужно с таким же весом это все учитывать. Поэтому я ее сейчас выравниваю по уровню. Так, выравниваем мы вокруг 63 Гц, сойдет на шириной 3 октавы. 3 октавы 20, 40, 80, 160. Это вот как раз диапазон, в котором работает сабвуфер. Выровняли. Теперь мы можем их усреднять. Давайте оставим все кривые, где эквализация по комнате. И делаем усреднение. Вот он, средний график. Вот он. Теперь у нас выделен только с эквализацией под пространство.
То же самое делаем, усредняем. Вот получилось два графика. И эквализация под комнату сейчас подсвечена желтеньким. И, ну что сказать. Эта эквализация явно движется в правильном направлении. То есть вот этот пик между 20 и 30 герцами, он был явно подрезан, и это правильно. И дальше провал между 30 и 40 герцами был вытащен. В целом при этом образовался довольно широкий пик между 20 и 40. Это уже не очень хорошо, но в среднем, мне кажется, должно было стать лучше. По крайней мере, по графикам, мне кажется, стало лучше. Все, что дальше 40, ну как будто бы принципиальной разницы нет. Вроде бы там довольно много у меня эквализации было, но она оказалась не очень значительная. Давайте теперь еще разок посмотрим на, собственно, исходные графики. Вот так вот выглядит вся эта борода. Не очень все это ровно. И вот это среднее. Теперь обращаем выделение и смотрим на эквализацию под комнаты. И вот так вот выглядит эквализация под комнату. По-моему, как-то все графики немножко плотнее лежат и более горизонтально. Но, опять же, средняя нам говорит, что здесь пик между 20 и 40 есть. И он, кажется, таки есть. Трудно сказать. Ну, вот такие результаты. То есть, что-то получилось. Получилось не офигенно, но с другой стороны и не полный провал. Я это дело послушал. И впечатления, в общем, такие, что я вот переключал там в Sigma Studio эквалайзер под комнату и под пространство, и как-то принципиальной разницы я не услышал. Иногда мне казалось, что при эквализации под комнату вот это 28 Гц зарезано. Хотя в АЧХ, который я меряю, явно видно, что она зарезана по делу. Не знаю, но вот по ощущениям как будто бы нет. В общем, сложно. Мне на слух показалось, что, наверное, все-таки неудачная настройка. Мне на слух чуть больше нравится эквализация под пространство. Я не могу объяснить почему. По графикам, мне кажется, должно быть наоборот. Вообще это, конечно, намного сложнее, чем просто взять и побегать с микрофоном по комнате. То есть реальное применение этой системы, мне кажется, вот именно портативке, чтобы портативка могла сама автоматически подстраиваться под комнату. Естественно, здесь у меня это был большой ручной процесс, но в принципе все это автоматизируемо. Может быть, не просто. Работает ли это так в том самом пресловутом HomePod? Я не знаю. Я его так и не купил и не куплю. Всем пока.